Так, сегодня я вам покажу матку вблизи. Значит, я ее забрал из улика, ну не просто так, не потому что мне захотелось ее показать и развлечься таким образом. Нет, это была необходимость. Говорится, ее бы все равно убили по одной причине. Она отрутневела. То есть это матка-трутовка. Почему такое происходит? Бывает у маток появляются такие проблемы, как они не могут откладывать оплодотворенные яйца. То есть сеяло, все в порядке было, вылуплялись нормальные рабочие пчелы, а потом в один момент начинает она откладывать трутовые яйца. То есть только трутневые личинки. У нее, говорится, что-то с детородной системой. Такая матка очень быстро может уничтожить всю колонию, по сути. Колония будет занята тем, что будет выращивать личинок, а вместо рабочей пчелы будут выращиваться трутни, которые не работают. Видите, она яйцо откладывать решила. Решила яйцо откладывать прямо мне в руку. Видите, вот она. Вот у меня такая была необходимость отложить яйцо. В общем, теперь у меня какие-то есть проблемы. Она решила откладывать яйца прямо сейчас. Я объединил семьи. Понятно, что когда пчел появляется нормальная где-то рядом матка, они плохую, не полноценную, просто уничтожают. И выбрасывают с улик. Так что вот эта маточка уже по-любому погибла. А так я могу вам показать, как она выглядит вблизи. То есть вы видели, как она откладывает яйца только что. Вот яйцо, видите, какое маленькое. Там их надо два маленьких яичка, видите. Вот беленькие. Можно посмотреть, какие у них интересные зацепы. Видите, вот она цепляется лапками, на кончиках есть зацеп. Извиняюсь за подрагивание. Я снимаю с рук, иначе здесь не получится. Это большое увеличение. Макрокольца использую. Никакой автоматической фокусировки тут нет. Поэтому будет немножко дерганое видео. Значит, смотрите. Брюшко у нее удлиненное. В нем находится множество трубочек, в которых дозревают яйца. На спинке у нее сейчас приклеена аполитовая метка. Мы их ставим для того, чтобы находить хорошо маток в улике. Но во-вторых, чтобы увидеть матку можно было даже когда не вытаскиваешь рамочку. Это очень, кстати, удобно для того, чтобы не задавить красавицу, потому что она может подлезть между рамками, и тогда будет проблемка. Так, что у нас интересно? У маток есть интересная особенность, у них два жала. Но они его используют, эти жала, только для борьбы с другими матками. В основном, очень редко она кусается. То есть, чтобы матка укусила, это надо очень постараться. Сейчас она, видите, вытирается, занята таким процессом. Матка обладает такой способностью еще, она очень быстро летает. Вот когда у нее брачный облет, она летит до 40 км в час. И трутень ее догоняет. Рабочая пчела летает медленнее. Она спаивается допустим, не с одним трутнем, а может до 7 трутней с ней спаиваться во время брачных облетов. Эти облеты происходят, может быть, 1-2 раза в жизни. То есть в самом начале, когда матка еще не плодная, она вылетает, созрев из улика на брачный облет. Дальше в ней хранится запас спермы живой. То есть она не засушенная никакая, она живая, хранится до 4 лет. В основном-то так матки живут. Бывает еще дольше долгожители. Но в основном до 4 лет, да. И это все время, эта сперма живая, хранится в матке. Каким образом она сохраняется, до конца неизвестно науке. Она, получается, когда откладывают яйца,
часть спермы добавляется, и получается оплодотворенное яйцо. То есть из такого яйца вырастает уже рабочая пчела. Ну или матка. Если будет отложена в маточнике, пчелы будут ее кормить все время маточным молочком. А когда она откладывает неоплодотворенное яйцо, то получается трутень. То есть без спермы вырастет обычный трутень с генетическим материалом только матки. Что это? Ну, это очень интересное явление такое. Что еще у нас интересненького такого? Матка всю жизнь кушает маточное молочко. Пчелы ее кормят маточным молочком, и это в значительной степени продлевает ее, как говорится, жизнь. Это первое. Во-вторых, позволяет ей откладывать до 2000 яиц в сутки. То есть вот такие вот маленькие особенности. Яйцекладка у них зависит от того, насколько ее хорошо кормят маточным молочком. А маточного молочка выделяется больше тогда, когда в природе есть взяток. Вот если сады цветут, пыльца приносится, пчелы выделяют, ну, получают белки, кушают мед, пыльцу и выделяют маточное молочко. И начинают активно кормить матку. И тогда она, как говорится, начинает больше сеять. Видите, опять сеет. Короче, она какая-то у нас бедная, проблемная. Решила еще одно яйцо мне отложить на руку. Видите? Такой процесс. Ну, обычно это происходит, когда она в улике, и она откладывает ячейки, а не так, как она сейчас делает. Ну, я просто видел, что пчелы личинок выбрасывают, уничтожают, то есть, ну, они негодные. Все это трутовые личинки. А пчелы, получается, улик стал агрессивным. Они видят, что что-то не так, понимают, что это, в принципе, это для колонии это фатально, особенно весной. То есть, тут единственный способ это объединить. Но в природе это, в принципе, ничего такого страшного, так устроено. Они вообще не считают матку супер королевой. То есть, если она вдруг начала плохо сеять, плохо справляться с своими обязанностями, они ее просто меняют. Так что ничего страшного здесь не произошло. Главное, что это было выявлено вовремя, и семья, в принципе, в составе другой семьи продолжила свое существование. Все, спасибо за просмотр. Задавайте ваши вопросы. Может, кого-то что-то интересует. Я с удовольствием отвечу. Так что жду ваших комментариев. Спасибо.